Привет, мобильные геймеры, вы как всегда на канале MBALGamer, и в данном видеоролике мы разберем все последние и актуальные новости по разработке War Arms, а также я попытаюсь ответить на всеми вами интересующиеся вопросы по данной игре. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. Кто-то из вас определенно мог подумать, что разработка War Arms прекращена и игра умерла, но это не так. А произошло это все потому, что вы очень часто просили меня сделать сегодняшний видеоролик, но он уже как 2 недели не выходил на этом YouTube канале. И ведь все просто и нет повода для беспокойства, так как все новости, которые публикуются в официальном Discord сервере War Arms, не полные. То, что вы там видите, это лишь вершина айсберга разработки игры. Так что именно патреоновцы получают самую актуальную и свежую информацию по разработке War Arms. А там определенно есть о чем поговорить. Но для начала хочется сказать огромное спасибо разработчикам, которые проделали огромную работу с освещением в самой игре. Ну, в общем-то, результаты этой работы вы сейчас можете увидеть на своем экране. Как по мне, выглядит очень даже неплохо и атмосферно. Но кто-то из вас определенно заметит, что угол обзора вашего оперативника выглядит слегка маленьким. И это так. Но поверьте, War Arms находится на данный момент в альфа-тесте, и уж точно к глобальному релизу игры разработчики решат данную проблему. Если это вообще можно назвать проблемой, так как это определенно можно будет поменять в настройках самой игры. И все это, конечно, будет готово к моменту глобального релиза в War Arms, так что ждем и надеемся. Но если вы подумали, что это все последние новости по разработке игры, то вы ошибаетесь, это не так. Ведь на данный момент разработчики работают над различными анимациями, а также оптимизируют саму игру. Конечно, пока что на данный момент глюков и багов в War Arms предостаточно, но я уверен, что их всех исправят к глобальному релизу игры. И хоть в недавнем видеоролике на данную тему я уже подробно разбирал все последние нововведения, а также функции, которые появились в War Arms, хочется отметить, что разработчики поработали на славу и совсем недавно добавили анимацию перешагивания различных объектов вашим оперативникам. Но опять же, хочется отметить, что никогда не было никаких проблем с анимациями по ходу разработки War Arms, и это очень и очень даже хорошо. Помимо всего этого, ведется работа над основным функционалом игры, поэтому в нее уже встроили EMP-бомбу и ее установку. Ну, в общем-то, зарисовку бомбы вы могли видеть еще несколько недель назад на их официальном Discord-сервере. Но самое крутое это то, что на данный момент ведутся работы над системой разрушения различных объектов, таких как стен, окон, а также разрушаемых дверей. И хоть из-за политики неразглашения я пока что не могу показывать данные кадры, но выглядит это весьма недурно. Конечно, есть над чем поработать, и на данный момент видно, что есть различные баги, а также глюки в данной системе. Но уже сейчас видно, что она ничуть не уступает таковой в Strike Team Online, а в плане некоторых спецэффектов чуть-чуть даже выигрывает. И опять же, все эти разрушаемые объекты можно будет спокойно расстреливать, все как мы делали и в умершей Area F2. Теперь я надеюсь, вы понимаете, что разработка War Arms идет полным ходом, и она никак не останавливается. Но если вы до сих пор считаете, что я кого-то обманываю и постоянно переношу сроки глобального релиза игры, то это не так. Я никакой не разработчик и не могу глобально повлиять на более скорый выход War Arms. Кстати, это был один из самых популярных вопросов, которые вы задавали под последним видеороликом по данной теме на моем YouTube канале. Так что, если вы устали ждать глобального релиза игры, то не надо беспокоиться и париться. Игра обязательно выйдет до конца этого года. И уж точно хватит игрового контента, как пишут некоторые умники. Уж поверьте, создание мобильных игр и не только, это не так просто, как кажется. Все зависит не только от самих разработчиков, но также от денежных средств, различных других обстоятельств, а также задержек. И именно поэтому глобальный релиз War Arms состоится только в конце этого года. Нужно только подождать, и игра выйдет в глобальный релиз. И да, если вы думаете, что War Arms забанит так же, как и Area F2, то вы ошибаетесь. Уж поверьте, разработчики знают о данном аспекте и в будущем не позволят появиться этой проблеме. И самый последний, и как по мне самый интересный комментарий из прошлого видеоролика заключается в появлении третьего лица в игре, и это не так.
Он лишь создан для системы повторов Warren Arms, а также помогает вам следить за вашими тиммейтами, если вас убили, или же вы находитесь в роли наблюдателя. Так что не беспокойтесь, вид от третьего лица не убьет игру. Но вот таким коротким получился сегодняшний видеоролик. Будет очень интересно узнать в комментариях, какие нововведения в Warren Arms ждете именно вы. Ну а сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по VR, но и по другим мобильным играм. До скорого!